Мы теперь готовы к проведению встречи, и с чего начинаем? Объявите регламент, укрепите свои позиции. То есть мы не говорим о деньгах, что у вас суперпродукт, аналогов просто в мире нет, и еще президент у нас потомок фараона. Проверено на собственном опыте. Чем раньше прощаемся, тем лучше. Вы не услышите от него «я подумаю». Привет! Меня зовут Сергей Горбунов. Сегодня в видео давайте поговорим, как правильно провести встречу с потенциальным кандидатом. Несколько лет назад, когда на постсоветском пространстве появился сетевой маркетинг, технология приглашения на встречу была по принципу «бомби всех подряд». Никто не выявлял, нужен ли человеку этот бизнес, не выявлял, какие у него потребности, просто работали на статистику. Листовки, холодные звонки, списки знакомых, объявления в газетах с приглашениями на работу, рассылка спама. В общем, любые ухищрения, лишь бы затащить человека на встречу. Сейчас, кстати, еще достаточно лидеров, которые 10-20 лет назад заработали свои ранги, также пропагандируют новичкам, что главная статистика, а качество придет потом. Мое личное мнение, именно такой метод сам по себе уничтожает MLM-индустрию. Сейчас, правда, с каждым днем все больше сетевиков понимают, что времена, когда загоняли мамонта с копьями, уже прошли. И есть цивилизованные методы поиска партнеров. Но каким бы способом мы ни пригласили человека на встречу или на консультацию, далее неизбежно нам нужно провести эту самую встречу. Как правильно это сделать? Для многих это настоящая боль. Кстати, поставьте в комментариях плюсики, для кого это проблема. Я помогу вам в этом детально разобраться. Первое, что нужно для себя понять и принять. Важно, в каком психологическом состоянии вы находитесь, насколько вы уверены в себе. Огромное количество новичков стесняются того, что они в сетевом бизнесе, и на вдруг возникший вопрос «так что это сетевой?» отвечает да, только это не совсем так, как ты думаешь. Такая позиция всегда отталкивает. Люди понимают, что это вам что-то нужно от них, а не вы готовы дать что-то для них полезное. И вы оказываетесь в так называемой позиции снизу. Смотрите, если вы уверены в том, чем вы занимаетесь, если есть четко сформированное решение внутри вас, люди это чувствуют. И только на этом уже будут готовы пойти за вами. Если этого сейчас нет, рекомендую сделать упражнение. Запишите на листочке 20 причин, почему вы выбрали этот бизнес и что этот бизнес, по вашему мнению, может вам дать. Перечитайте их. Появилась уверенность. Теперь вы сами себе продали этот бизнес. Итак, мы теперь готовы к проведению встречи, и с чего начинаем? Помните, раз человек пришел на встречу, значит ему что-то нужно. Следовательно, вы изначально в позиции сверху. Не профукайте это преимущество. Начните с того, что объявите регламент, укрепите свои позиции. Например, здрасте, и далее вы говорите. Давайте поступим следующим образом. У нас с вами есть 30 минут, я вам задам несколько вопросов, чтобы понять, где сейчас вы находитесь. Тогда я смогу вам корректно сказать, чем я могу быть вам полезен. Возможно, где-то я вас буду перебивать, и если буду видеть, что нас заносит. Таким образом, мы максимально эффективно для вас используем это время. Так подходит? Следующим этапом ваших переговоров вам нужно выстроить доверие. Причем у вас буквально 5-10 минут, чтобы человек, который вас еще не знал вчера, вам доверял. Как это сделать? Как раз то, что я говорил выше. Разбирать его точку А, его жизненную позицию. И чтобы человек сам сделал выводы, что ему не хватает для того, чтобы ему переместиться в свою точку Б. То есть подтолкнуть человека, чтобы для него открылся инсайт. Ах, вот ты какой северный олень. Если человек закрытый, мы заканчиваем встречу. Проверено на собственном опыте. Будете стремиться спасти мир, такие товарищи затянут вас в болото. Чем раньше прощаемся, тем лучше. Вы высвобождаете время для других, которые могут пройти мимо. После того, как человек поймал инсайт, важно спросить, это ценно было для вас то, что вы сейчас для себя открыли? И человек вам точно будет очень благодарен. Именно на этом строится доверие. Открывается взаимная благодарность. Теперь нам нужно показать, что у нас есть информация, которая поможет ему перейти в его желаемую точку Б. То есть мы не говорим о деньгах, мы не говорим ни в коем случае о маркетинг-плане. Нам нужно показать возможности. Покажите коротко, как вы это делаете. Например, смотри, мы используем Instagram как бизнес-проект. Выбираем целевую аудиторию, которой будем работать, разбираем, как использовать контент, далее организовываем трафик.
Выставляем оффер и получаем постоянный поток клиентов, которых мы либо отбираем в партнеры, либо они становятся просто потребителями продуктов нашей компании. Чуть позже, кстати, расскажу о компании. И вот здесь не спешите сразу грузить человека, какая у вас самая компанистая компания, что у вас суперпродукт, аналогов просто в мире нет, и еще президент у нас потомок фараона. Сделайте паузу. Наша задача на встрече не пихать как можно больше информации и не лишь бы подписать. Задача отобрать тех людей в команду, с которыми вам будет комфортно развиваться. Помню, мой товарищ Анатолий, топ-лидер компании, рассказывал, как его наставник сходу попрощался с человеком, которого он, будучи новичком, притянул на встречу. Для него это был шок. А наставник просто сказал: «Не переживай, он тебе не нужен, он не готов». Уверен, что сейчас новичкам это сложно понять, но с опытом все придет по времени. Так вот, возвращаясь к встрече. После того, как вы закинули интригу, что у вас есть то, что ему нужно, задайте вопрос. Вам было бы интересно строить бизнес с любой точки мира, используя Instagram? Если нет, прощаемся. Если да, переходим к рассказу о компании. Только здесь вам нужно рассказать только самые главные вещи. Это буквально 5 минут, не больше, чтобы человек увидел, что ему выгодно присоединиться к вами. И если после этого опять задать вопрос из того, что я сейчас коротко рассказал, что для вас более интересно, о чем рассказать подробнее. Вот здесь на финале у вас только появится презентация по назначению, когда вы уже докопали до конца. Кстати, кто не видел мое видео «Формула стопроцентной сделки», рекомендую посмотреть. И если вы все правильно донесли, если показали человеку его выгоды, вы не услышите от него «я подумаю». Друзья, на этом у меня сегодня все. Кому был полезен, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, здесь вы всегда будете получать полезную информацию по продажам переговоров в сетевом бизнесе. Ну и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Пока!